Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Ох, вот это голубоглазка. Привет. Здравствуйте. Такие у тебя глаза красивые. Светло-голубые, светло-серые, как это называется? Это голубые. Голубые? Да. Ты такая прям вся... Даже не знаю, как это слово мне не подобрать. Такое вот очень ты воздушная вся, по-летнему привлекательная. Привет. Спасибо. Еще раз теперь уже вживую скажу, что я потрясен. Ты прекрасно выглядишь. Просто даже удивительно, что такой прекрасный цветок на сайте знакомств еще присутствует. Это крайне удивительно. Вот честно тебе могу сказать. Я столько комплиментов уже давно никому не говорил. Ну, ты тоже производишь впечатление. Произвожу приятного впечатление? Человека, да. Спасибо. Как на фотографиях, такой же ты и в жизни. Еще мне очень понравилось, как ты за машину ухаживаешь. Она такая у тебя вся чистая. Да, ты прям подготовился к первому свиданию. Ты знаешь, справедливости ради скажу, что у меня есть пунктик. Я чистоплюй. Ну, понимаешь, да? Я тоже. Я тоже чистюля. Мы с тобой похожи в этом. Да, я не люблю там грязную обувь, например. У меня пунктик, у меня везде там губки для обуви, там у меня влажных салфеток полный бардачок. Ну, то есть я вот в этом плане немножко педантичен, в плане чистоты. Это с детства история. Ну, как-то вот я родился с таким пунктиком, поэтому, ну, как-то так. Ну, я-то ладно, я-то хорошо. А что ты все-таки забыла на сайте знакомств? Ну, ты такая прям, ты не завсегдатая таких сайтов, вот я про что. Обычно туда немножко другие девушки залетают, скажем так, а ты прям такая вся... Рассказывай, в общем. Спасибо. Пожалуйста. Ну, я просто ищу приятного молодого человека. Мне хочется найти ответственного какого-то, хорошего мужчину. Я уже... Хочется серьезных отношений. Ну, давай вот просто по пунктам. Что должно быть в этом мужчине? Ну, какие характеристики? Может быть, у меня хотя бы 10-я часть их есть. Ну, внешние данные. Какой он должен? Какой-то внешний или просто не страшнее обезьяны? Должен быть. Ну, прям на красоту я... Не претендуешь? Нет. Мне главное, я уже попал тогда. Ну, в смысле, в хорошем смысле. Ну, дело в том, что хотелось бы, естественно, чтобы это был ответственный товарищ. Так. Загнул пальчик. Чтобы у него был хороший доход. Так, неплохо. Уже что это шло не первый. Для создания семьи, естественно, это очень важно. Да, согласен? Да. Может, какие-то интеллектуальные способности у него должны быть? Или... Да, естественно, должен быть начитан, должен быть с мозгами. Так, хорошо. Значит, мы уже поняли, что он должен быть ответственный. Он должен быть а еще мне важно, чтобы, да, мне нравится, чтобы он умел, чтобы у него была машина, так. Чтобы он разбирался в технике. Так. Вот. Интеллектуальный ум мужчины, на самом деле, это важно. И вот владение техникой, то есть гонять на машине, путешествовать. Я очень люблю путешествовать, поэтому машина тоже необходимый элемент. Счастья. Для счастья. Для счастья. Слушай, ну ничего экстраординарного. Ну, ничего такого, чтобы... Ну, чтобы он был серьезный, чтобы не разбрасывался, так сказать, не распылялся. И также был готов для создания семьи. Все присутствует, полный набор. Может быть, если бы ты сказал, он должен быть скромный, наверное, я бы не попал бы в эту историю. Нет, скромный не нужен. Не нужен скромный? Он должен быть естественный, раскрепощенный, свободный, уверенный в себе. Не зажатый мальчуган. Не зажатый, нет, зачем? Так, значит, могу предположить, что в большей части твоих ожиданий я, так скажем,
попадаю в эти Это ожидания. приятно, да. Ты Ну, общительный надеюсь. и свободно выражаешь свои мысли. И это здорово, значит, у тебя нет комплексов. Я таких людей люблю. Давай отметим это дело. Так скажем, и поднимем бокал чая за то, что твои ожидания совпали с реальностью. Предлагаю отправиться куда-нибудь. Этот вопрос отметить, как я уже сказал. Я Ты за. как? Ты знаешь. Давай сейчас Да. выберем тогда, куда поедем. Что? Чего? Ну, я просто из правильной такой семьи, из Так. такой консервативной. У меня папа достаточно строгий. Вот. И что? И- Что он тебя не отпускает? Но он сильно переживает, моя вся семья, в принципе, у нас Так, и что сейчас делать? столько случаев всяких происходит. Надо позвонить ему, сказать, что я вот с тобой еду, сказать ему номер машины и вообще познакомиться как-то, чтобы он Ты серьезно? знал, что вот я еду куда-то с молодым человеком. Сейчас это такая, типа, я не знаю, атовизм, да? Или что это, как назвать? Я вообще давно с таким не сталкивался, если честно. Ну, а вот я с тобой познакомилась только, я же не знаю, Нет, что нет, за нет, человек. нет, ну, в каждой семье свои, так скажем, традиции, назовем их так, поэтому, ну, звони, конечно, спрашивайся, или мне нужно Ну, будет? ты же не против? Нет, я не против, нет. Ну, заодно ты познакомишься с папой. Хорошо. Вам же все равно придется знакомиться. Может, собираемся как-то? Ну, ты звони, да, как-то звони. Алло, папуль. Привет. Я тут с молодым человеком собираюсь съездить чаек попить. Можешь поговорить с ним? Ну, да так получилось, просто сама немного не ожидала. Ну, сейчас я в центре сейчас. Да. Ну, давай я тебя на громкую связь поставлю. Да, он рядом. Поговоришь? Да. Алло. А с кем я разговариваю? Меня зовут Евгений, здравствуйте. Меня Борис Моисеевич. Добрый день. Борис Моисеевич? Да, Да. Борис Моисеевич. Ну, здравствуйте. Мне как-то неожиданно, я даже сейчас не знаю, с чего начать. Для меня как-то это такая ситуация неординарная. Ну, вы познакомились, моя дочь рассказала, из какого она круга, как она воспитана. Ну, плюс-минус, я как раз по подробности хотел узнать в каком-нибудь заведении, вроде кафе, ресторана, вот приглашаю ее, но она сказала, что до того, как мы отправимся туда, мне нужно вас отпроситься, что-то вроде этого. Вот, собственно говоря. Ну, правильно, да, вот правильно поняли. Мы всегда с ней на связи. Так. И вот просто сейчас вот этот момент обычно она не всегда предупреждает. Ну, для меня как-то неожиданно, и я бы не хотел, чтобы первое свидание поехали в такое-то кафе, там еще, и тем более я с вами не знаком. Вообще, чем вы занимаетесь? Вообще, кто вы такой? Борис Моисеевич, смотрите, ну, во-первых, она меня позиционирует как молодого человека, но я уже не сильно молодой. У меня есть какой-то опыт за плечами, и я... А сколько вам лет? Мне 41 год. 40 лет. Это солидный возраст. Ну, да, поэтому... Да, я даю... Ответьте мне на мой вопрос, чем вы занимаетесь? У меня, ну вот как раз я хотел сказать, что я не молод, у меня есть какой-то опыт, и, конечно же, у меня есть какая-то занятость. В частности, моя занятость – это бизнес, я занимаюсь автоперевозками. Ну,
но это уже о чем-то говорит, о чем-то. Просто моя дочь, она с кем попала не будет встречаться. Ни с кем попала, это однозначно. Я честно... Значит, вы чем-то ее привлекли, какое-то доверие. Но тем не менее, Евгений, тем не менее, ну, понимаете, да, отцовское сердце, я за нее очень переживаю. И Так. я не очень рад доводам. Не хочется ее отпускать, и навряд ли. Борис Моисеевич, я даю вам честное, не знаю, мог бы пошутить пионерское слово, но скажу, я даю вам слово, что с ней ничего не случится. И я ее в целости и сохранности как увез, так и привезу. Что мне еще нужно сделать, скажем так, чтобы вы мне там поверили, там, я не знаю. Ну, как, просто я не вижу здесь смысла вас уговаривать, да, очень долго. Вы просто, либо верите мне, либо доверяете, либо нет. Потому что мы с вами не знакомы. Да. Извините, перебиваю. Я не в том возрасте, чтобы там обманывать, там еще что-то. Я человек опытный. По разговору смотрю, слышу вас, так общаемся. Видно, что вы солидный человек, бизнесом занимаетесь. Конечно, большой плюс. И единственное, что я могу в этой ситуации предложить. Так. Миллион рублей. Мне хотите предложить? Да, 1 000 000 рублей вы мне на карту переводите, и тогда я буду спокоен, понимаете, тогда я могу разрешить там кафе, чтобы она съездила, там, поужинала, и потом вы домой ее доставили. Только в таком случае. А так, поймите, сейчас такое время очень суровое, там, где-то насилуют, там, где-то убивают, там, еще что-то. Это у меня единственная дочь. Поймите меня правильно, но я бы не хотел бы так, чтобы она с первым попавшимся. Я так понимаю, вы ей приглянулись. И она вам понравилась, правильно? Да. Да. И вдруг у вас, я думаю, даже не вдруг, а по всей видимости у вас семья. Вы образуете ячейку семьи. И там появятся дети в дальнейшем. По детей, ладно, я там далеко забегаю. Эти деньги останутся в семье. И нет здесь ничего такого. Я думаю, что такое 1 000 000 без семьи? Это в наше время это вообще просто так шик и все. В таких условиях, смотрите, если мне кажется, это нормально в наше время. Борис Моисеевич, у меня нет вопросов, если честно. У меня единственный момент такой. Можно я сейчас паузу возьму, чтобы информацию переварить и принять решение какое-то? Номер мой, если что, если положительно решите, номер моей дочери возьмете, и я тогда жду, смотрите. Перечислите, все, тогда дорога для вас открыта, можете съездить, отужинать, дальше пообщаться с моей дочерью. Хорошо, я могу повесить трубку, да, и обсудить с ней этот момент? Да, хорошо, все, давайте. Тогда спасибо. Да. Ты знаешь, я много оставлял, скажем так, залогов за квартиры съемные, за аренду автомобиля. Не сравнивай. Да, то есть много, но нет, я не сравниваю. Я к тому, что я просто про такой залог мне сейчас озвучили, просто это первый раз такой просто мощный, я тебе могу сказать. То есть 1 000 000 рублей, это прям... если бы ты не была из приличной семьи и вся такая вот хорошая девушка, я бы обязательно сейчас матюгнулся бы. Что это too much, как говорят иностранцы, да? То есть это реально много. А для тебя это большие деньги, что ты считаешь? Это смотря для чего. Для того, чтобы пойти на свидание с девушкой, даже которая тебе понравилась, мне кажется, 1 000 000 рублей это прям до хера. Прости, я все-таки выругаюсь. Считаешь? Я просто, честно тебе могу сказать, я немного от этого всего. И сколько твоя машина стоит? Много. Много. Поверь, я же лучше машины. Нет, подожди, ты сравниваешь несравнимое. Дело-то не в этом. Понимаешь, есть часы за $1 000 000, да, и они, понятное дело, что просто носятся на руке, их даже периодически никто не видит, потому что они закрыты рубашкой, но они стоят 1 000 000 рублей. Так принято в обществе. А меня все видеть будут рядом с тобой. Это жестко, ты знаешь, честно тебе могу сказать, прямо на данный момент, чтобы не рассусоливать, 1 000 000 это много. Подожди, а сколько ты вообще на семью собираешься тратить? Дело такое. Это семья, до семьи еще надо, так скажем, доковылять на этой хромой лошадке, мы понимаешь? Мы понравились друг другу. Это понятно, но с такими темпами трат
к семье уже ничего не придет. Так эти деньги, они останутся в нашей семье. Ты прости меня, вот честно скажу сказать, это, много, я пас, пожалуй. Я тебе понравилась? Да. И ты мне очень понравился. Но миллион это прям очень много, я прям пас. Миллион. У тебя нет сейчас налички Не миллиона? важно, сколько у меня есть. Я просто не готов идти на свидание, оставляя залог незнакомому Борису Моисеевичу 1 000 000 рублей, вот честно. Не готов. То есть ты не уверен, что на что-то получится? Я, неважно в чем я уверен, я не хочу сейчас, знаешь, в собачьем сердце к профессору пришли, значит, люди из комитета и предлагали ему журналы по 50 копеек, которые пойдут, эти деньги пойдут, значит, в фонд помощи там детям Германии. Он говорит, я не буду покупать. Ему говорят, вам 50 копеек жалко? Он говорит, нет. Вы не сочувствуете детям Германии? Сочувствую. А почему не покупаете? Не хочу. Ну вот ты такой вот классный, ты мне очень много понравился. Денег, много, но это много. Я уже сейчас уверена, что мы с тобой вот сойдемся, и мы можем прекрасно, эти деньги эти будут наши, мы также их можем потратить на машину там или еще на что-то. Ну, реально эти деньги останутся у отца. Я понимаю, но я знаю его. Ну смотри. Так. Ну давай, я его знаю, в принципе, и 500 тысяч тоже будет для него достаточно. Опа, давай как? мы попробуем с ним сторговаться. Нет, подожди, 500 тысяч это, конечно, в 2 раза меньше, но ты знаешь, раз уж пошла такая история, а нет ли в вашей тарифной сетке какого-то прайса, скажем, какого-то пунктика там, чтобы вот я, может, 500, 600 рублей потратил. Рублей? Не тысяч, да, то есть 500 рублей? Тут какая-нибудь такса за 500 Ты рублей, есть что-нибудь? Какая такса? Ну я же тебе вообще не товар на рынке. Не в кафе, может быть, мы просто постоим в арке за 500 Ты рублей. серьезно? Я сейчас с тобой в машине нахожусь, я уже с тобой просто времени на 2000 рублей насидела. А, уже на 2000 рублей? Просто мое время, оно, не дешевое. Я понял. Я вот у меня готов 500 рублей прямо сейчас дать. Не надо мне 500 рублей, я уже поняла все. Ты уверена? Конечно. Смотри, вот, живые деньги. Все, давай, счастливо. Блять, а я бы за 500 рублей в арке бы постоял. А что такого-то? С одним человеком постоял 500 рублей, а с 10 5000. Вот это бизнес. Нихуя себе, Борис Моисеевич! Ты сначала Борис, потом Моисеевич, или сначала Моисеевич, потом Борис? Судя по всему, сначала Моисеевич. 1 000 000 рублей. Нихера у вас там бизнес, блядь. Сука, это если в день по свиданию ходить, и в день, в месяц 30 миллионов можно за... Хера, Моисеевич, у тебя тема вообще жесть. Вот ты присел на... Вот ты, блядь, ты вот всегда знал, что эти люди очень умные. Не чита другим бизнесменам, таким как я, мать его. Ни хера себе, вы представляете? Вот это просто маза. Это ж сколько я бабла подниму. У меня же 2 дочери. Ё-моё, вот я на рельсы поставлю бизнес. Да они все... Да я... да у меня... Вот это будет классно, друзья мои. Все? Могу не работать, тема есть, жду совершеннолетия детей и, собственно говоря, участвую в истории. Таких прайсов диких я выставлять не буду. Я думаю, что можно начать с сатена 1000. И мы таких найдем людей, мне кажется, таких лохов-то, несложно будет найти. А что, если, я так понимаю, это тема рабочая схема, то там 5 человек отказываются, 6-й соглашается. Бля, вот как я сам до этой темы не додумался, а? Теперь я буду, значит, девушки приходят, видят такого солидного, да, упакованного. Я буду говорить, хочешь пойти со мной на свидание? Надо моей матушке залог оставить на лекарство, если со мной что-то случится, чтобы она не пропала. 800 000 рублей. Вот. Потом мы тебе его вернем, конечно, если со мной ничего не случится. А в процессе, блядь, со мной случается какая-нибудь неприятность, горе, разочарование, и я говорю, ебать, шлю ты штопаная, так поступила со мной. Бабки переходят в зрительный зал, блядь. И все. Вот я. Бля, друзья мои. И смех, и грех. Ну как так-то, а? Куда же одинокому, почти свободному мужчине приткнуться-то? Везде нужен кэш. Везде нужен кэш. Везде, везде.
Без кэша никуда. Бля, у меня вопрос, а небогатые люди вообще как-то шпилятся? У меня вопрос. Или не шпилятся? Вот это вопрос. Но девочка, кстати, типаж мне такой очень нравится. Такой деревенско-солнечный. Платье такое вот. Такое с наивным оттенком личика такое, да. Но папаша у нее, чувствую, еще тот. Создатель схем. Но вообще можно взять на заметку. Прикольная идея. А вы пишите на оценочку, пожалуйста, по 10-бальной шкале. Пишите.